если бы человек приехал с России сюда... Ну, а бюджет какой закладываете вот на 3 человек? Заколоченные взломанные двери. Почему у вас стаканчик вот это? Бесплатно отдаете? О, здорово. Всем привет! Сейчас я нахожусь в поселке Седово. Это единственный курорт Донецкой Народной Республики. И здесь я вам постараюсь рассказать о том, как люди здесь проводят время. То бишь пляжи, развлечения, а именно бары, дискотеки и тому подобное. А также расскажу о ценах на жилье, продукты питания и алкоголь. А сейчас я нахожусь как раз около памятника Седову. Это полярный исследователь российский, который погиб во время последней экспедиции своей в 1914 году. Ну вот, как видите, морская тематика присутствует. А это вот, кстати, музей Седова. Посмотрим, почем там билеты. Всего лишь 40 рублей. И, кстати говоря, люди посещают его. Я несколько раз видел, что люди туда ходят. По поводу пляжей. Значит, вообще в Седово есть 3 пляжа. Центральный, небольшой, чуть на отдалении от него еще один пляж. И есть 3-й пляж. Прежде чем дальше рассказывать о Седово, я хотел бы отметить такой факт. То, что при въезде в Седово соблюдаются исключительные меры безопасности. А именно, пересекая границу Седово, служба безопасности записывает себе информацию с вашего телефона, которая помогает отследить этот телефон, какая бы сим-карта там ни была вставлена. Это делается следующим образом. Набирается комбинация из звездочка, решетка, 06 решетка, и выдается данная информация. Служба безопасности себе их записывает. Эта комбинация действует практически на любом телефоне, любой модели там, и какого угодно года выпуска. Вы сами можете это попробовать. Почему именно в Седово соблюдаются такие меры безопасности, я затрудняюсь ответить. Может быть, кто-то из вас знает это и напишет об этом в комментарии. Сейчас, ребят, мы с вами заходим на центральный пляж Седова. В общем, вот такой вот пляж. Небольших размеров. Но сюда приходит значимая часть отдыхающих. В общем-то, стандартный пляж с пивом, с креветками, с раками, с музыкой. Некоторые здесь пьют холодное шампанское. Как бы в лица к людям не буду залезать, показывать это, но можете поверить. Ну, как видим, вот, в общем-то, весь пляж не такой он большой. Что, пройдемся вон туда. Там еще есть часть пляжа. Даже волейбольная площадка есть. А сейчас, ребят, мы пообедаем в одном из ближайших столовых от пляжа. Вот смотрите, цены какие. То есть борщ 45, суп-лапша 35 и так далее. Салаты по 35-40, котлеты 35. То есть как бы цены очень даже ничего. Сейчас закажем, посмотрим, что нам подадут. В общем-то, ребят, вот на 105 рублей вот такой заказ. Вермишелевый суп, салат, котлета. И думаю, если бы еще был бы гарнир, это еще плюс там рублей 30. То есть 135 рублей. Пообедать в столовой. Ну, там сами думаете, какая цена, нормальная или нет. По мне так как бы это очень дешево. А сейчас мы с вами заходим на 2-й пляж поселка Седово. Находится он буквально 200-300 метров от центрального пляжа. Ну, как видим, он по объемам немного побольше. Ну и, соответственно, тоже он
заполнен людьми. В общем-то, вот так вот выглядит второй пляж. Вы из Донецка, да? Донецка. А частный курорт ездите? 2 последних года. 2 последних года? А до этого ездили куда-нибудь там? Мы ездили в Сочи. А, в Сочи? В Сочи. Мы ездили в Лазаревское, ну, с экскурсией в Сочи и по побережью Сочинскому. А, ясно. Ну, как вам здесь нравится или как, честно? Честно? Да, ну, честно, а что? Зачем обманывать? Честно, конечно, не очень. Ну, я, знаете, как скажу, я как бы много где побывал, и я скажу, это, наверное, самый дешевый курорт, на котором я был, то есть по ценам. По ценам? По ценам, да, то есть жилье здесь от 200 рублей на человека, то есть это очень Ну, дешево. относительно зарплат. Ну, относительно зарплат, да, как бы мне это тоже один парень местный сказал. Я говорю, дешевый курорт, он говорит, как дешевый, у нас люди там 6-7 тысяч получают, для них это дорого. Да. То есть вот так вот, да. Да. А так, если кто с другого места приедет, для них дешево. То есть я там товарищу своему написал цену, он... Если бы человек приехал с России сюда отдыхать, вот, например, с того же, вот, ближе, Таганрог, Ростов, со своей зарплатой он бы приехал, ну, там, ну, хотя бы, пусть там минимальная, там, 15 тысяч. Ну, да, да. Конечно, для него это хороший отдых будет. По ценам, да. А если ездишь с зарплатой 5300, например, то, конечно, это не подходит. Ну, да, это я согласен. Да. Но зато коммунальные услуги у вас дешевые. Ну, какие дешевые? Ну, например, сколько, квартплата там 600-700 рублей однокомнатная квартира. Ну, Про проезд вообще 3 рубля, это что, это копейки, смешно. Нет, не 3 рубля, проезд 10 рублей. Ну, это на маршрутках, а на трамваях, троллейбусах. А, да, это 3 рубля, да. Троллейбус, трамвай, это 3 рубля, да, конечно, проезд, да. Вот, ну, коммуналки, да, ну, все ожидают подорожания, конечно, потому что вот с июля месяца поднимают бюджетникам зарплату, и ожидается, ну как, по слухам, Ну, понятно. вроде бы как говорят, что поднимется зарплата, это квартплата, и вот. Ну, а так не планируете какие-нибудь другие курорты посещать? Ну, я не знаю. Из-за зарплаты, наверное, нет, да? По сравнению с Сочи, конечно, хотелось бы на Черное море, да, хотелось бы туда, есть чем сравнивать, Ну, поэтому да, хотелось бы да. туда. Но это надо, конечно, года 2 постараться подкладывать деньги, тогда можно попасть туда. А. Вот, если только так. 2 года и еще постараться, да? Да. А расходы тоже, ну, как бы, то школа тянет, то свои бытовые разные вопросы надо решать. Ну, в общем, Ясно. то одежда на зиму, обувь на зиму, ну, как бы тоже, вот, семья из 3 человек, это тоже, ну, проблематично все это. Ясно. решать. Надолго вы здесь? Да, мы всегда ездим надолго, мы Ну, это 2 сколько? недели минимум. Ну, а бюджет какой закладываете вот на 3 человек? Что-что? Бюджет отдыха. А, бюджет отдыха. Ну, сейчас я вам скажу. Если так рассчитывать, где-то 1000 в день, это как бы минимум. А так 1200-1300. То есть это питание, развлечения, разные качели, карусели. Вот. Ну, а так бытовушка, такое мы ничего не покупаем. Мы с собой. Ну, короче, где-то 15 тысяч на 2 недели. Вот. Где-то приблизительно, да. Вот. На 3 человек. Да, на 3. Где-то так. Да, 15-17. Где-то вот так. Ясно. Ладно, счастливо вам. И вам счастливо. Хорошего Так, отдыха. а какой канал ваш смотреть? Сейчас Сергей Борисов. Его могу- Сергей Борисов? Да, ну, можно на русском, можно на английском. Хорошо, найдем. Счастливо. Подпишемся. Счастливо. Удачи. Россиянам привет. Спасибо. Попала? А вот, как видим, и здесь катаются на бананах. Все-таки как-никак курорт. А в общем-то, ребят, вот так вот выглядит прилегающая к пляжу территория. Ну, по всей видимости, веселые отдыхающие еще больше пытаются себя взбодрить. Хотя, как бы я и на пляже видел там это, ну, пиво-то понятно, а многие там шампанское выпивали холодное. В общем-то, вот так вот.
что есть, то есть. Ну, собственно, как бы вот он этот сам пляж. Одним из ощутимых минусов курорта является то, что тут нет каких-либо более-менее благоустроенных туалетов, будь даже платных. Вот есть вот такой, в который женщины заходят как бы созвучиваемой неприязнью. То есть находиться там крайне неприятно, не то что уж транслировать это в сеть. По поводу стоимости жилья в Седово. Частный сектор, стоимость начинается от 200 рублей на человека. То, что я снял за 200 рублей, я вам покажу. Как бы, в моем понимании, это вполне нормальный вариант. Сейчас, ребят, я вам покажу то, что можно в Седово снять в частном секторе. Какая примерно территория и сколько это будет стоить. В общем, вот такая территория с беседками. Это вот комнаты. Еще беседка, телевизор. Там присутствует еще мангал, душ и туалет на улице. И, в общем-то, вот такую комнату я снял за 200 рублей. То есть я считаю, это вполне очень, не то что приемлемо, это очень дешево, 200 рублей в сутки. Жить вот в такой комнате, ну, можно сказать, на курорте, в частном секторе. Также в частном секторе предлагаются гораздо более комфортабельные варианты. То есть есть комнаты полулюкс, стоимость которой будет, например, 1500. Но там уже рассчитано на несколько человек. Если брать пансионаты, которых здесь несколько, то стоимость будет варьироваться примерно от 1 до 3000 рублей за сутки. В общем-то, примерно вот на эти суммы, которые я вам озвучил, можно ориентироваться по стоимости жилья. Если хотите снять подешевле, то надо, наверное, немножко пройтись, ну, буквально минут 5-7 от главной улицы, от перекрестка, чтобы стоимость жилья была подешевле. Если касаться инфраструктуры, то как бы в центре инфраструктуры, ну, в принципе, нормальный такой поселок курортного типа. Но если вот, как в данном случае, я отошел там буквально, не знаю, в пределах километра от центрального перекрестка, то здесь мы уже видим вот как бы вот такие виды, вот, своего рода порушенные, вот, база отдыха Кругозор, видимо, уже не рабочие. То есть все-таки нынешние события, как ни крути, но сказываются на этих местах. В общем-то, давайте покажу в приближенном виде, как выглядит теперь бывшая база отдыха Кругозор. Вот такая вот разруха. Разрушенные шкафы, заколоченные, взломанные двери, бутылки пива. В общем-то, вот так вот, думаю, как бы полностью обследовать здание не стоит. И так все понятно. Сейчас, ребят, мы заходим на небольшой такой рынок в поселке Седово. Посмотрим, что здесь продается и сколько это стоит. Вот я уже вижу здесь овощи, фрукты, рыба. И свежая рыба есть. Помидоры 80-120. Виноград 350. Абрикосы 200. Что вы снимаете? Ваш товар какой хороший у вас. Почем у вас стаканчик вот это? Бесплатно отдаете? О, здорово. Не везде такое встретишь.
Холодное домашнее вино. Сейчас пройдемся по другому ряду. Здесь продается рыба. Скажите, а почем у вас рыба? Вот это вот 300 килограмм, а вот эти? 180 месяцев. Хочу показать, какой у вас хороший рынок. Ну вот я это и покажу. В общем-то, слышали, 300 рублей килограмм. Я считаю, как бы это, в принципе, довольно-таки приемлемо. Вот. 250. Возможно. В общем, это выбор рыбы довольно-таки приличный. Вот это 400 рублей. Ну, прям сразу какое-то оживление. 30 рублей штучка. Здесь 75 рублей. Ну, какая рыба крутая. А сейчас, ребят, мы пришли на третий пляж Седова, и, на мой взгляд, он лучший изо всех трех. Почему? Ну, вот смотрите, как видите, он гораздо больше. Он гораздо больше. И там он еще продолжается. Сейчас по ходу действия я вам все это покажу. И сам по себе он поприятнее будет. Плюсом этого пляжа еще является то, что если вы хотите полежать среди народа, то вот, пожалуйста, можете отдохнуть, например, здесь. А если вам нравится более там уединенный пляжный отдых, можно пройти там, ну, примерно 300 метров вперед, и там будет практически уединенный пляж. Может быть, там несколько человек находиться. Ну, сейчас пойдем посмотрим. Я так понимаю, здесь в основном тусуются люди из двух ближайших санаториев. Или какая-нибудь дома отдыха, неважно. Ну а вот, собственно говоря, и бананы. Смотрите, даже для детишек детский городок есть. Все условия для жизни и отдыха. В общем-то, мы уже подходим, как вы видите, к этому уединенному пляжу. Вон, девчонки там фоткаются. Что хочу отметить, что мне понравилось в Седово в плане пляжей. То есть, грубо говоря, вы можете посетить пляж, который насыщен людьми, если вы любите компанию, пиво и холодное шампанское. Или, например, потратить какое-то время, чтобы преодолеть километр, и вот посетить вот подобного рода пляжи, где практически людей там минимум, но он там не находится 200-300 метров, но, грубо говоря, вас они вообще не напрягают. То есть, как бы вы делаете свой выбор. Вот смотрите, ребят, вот в этом доме отдыха есть вот такие, на мой взгляд, довольно-таки неплохие домики. Вот такой дом. Можно снять на компанию, на семью. И вон там море, буквально 100 метров. А если вдруг кто-то не хочет жить в домиках, может жить в палатках, вот как в данном случае, по сути, стандартный кемпинг. Или вот как вот в данном случае. А сейчас, ребят, мы с вами пройдемся по самой, скажем так, развлекательной улице Седова. Посмотрим, что здесь есть и какая здесь царит атмосфера. Сердцу не прикажешь, сердце просит продолжения.
Ну а в завершении давайте я вам расскажу о ценах в кафе и барах Седова. Цены в кафе и барах Седова в 2 раза выше, чем в магазинах. А именно, бутылка водки в среднем будет стоить 250-300 рублей. Бутылка коньяка в среднем 600-700 рублей. Салат примерно 150-200 рублей. Но самым главным минусом отдыха в Седово является наличие комендантского часа. В 22 часа все кафе и бары закрываются, а расстроенные посетители расходятся по своим домам. Но некоторые все-таки продолжают отмечать свой отпуск уже на месте дислокации.